Всем привет! Вы на канале Tracker in Scandinavia. И кто впервые на этом канале, немножко расскажу о себе, так как тема видео у нас будет поиск работы в Скандинавии. Как для неопытных, так и для опытных. И на основе чего я буду вам рассказывать, на основе лично своего, в первую очередь, опыта поиска работ. Поясню, что я начинал в Латвии, потом попал в Литву, затем в Эстонию и на данный момент в Польшу. Ну, так уж сложилось. Последняя моя работа в Эстонии была отличная. Мне все нравилось, фирма устраивала, зарплата устраивала. Но не по своей воле пришлось мне ехать домой после окончания визы. Санкции белорусам визы не продлевают. Я очутился в Польше. И как начал видео делать новое, очень много стало вопросов, как вообще на данный момент, на 2023 год, обстоят дела с вакансиями и какие плюс-минус зарплаты. Значит, у меня будет две категории кандидатов. Это, которые вообще без опыта сидят дома и хотят работать в Скандинавии. И вторая категория, у которых есть небольшой опыт, там год-два по Европе и хотят работать в Скандинавии. Те, кто уже здесь работает на трехоснике, подчеркну, что я буду рассказывать за тему работа дальнобойщика в Скандинавии на трехоснике. А это немножко отличается от работы на двухосниках. И значит, те, кто уже здесь работает на трехосниках, те, я думаю, знают, как искать работу и что к чему. Но, может быть, что-то полезное для себя тоже отметят. Значит, первое, чтобы всем было интересно дальше смотреть, а может быть, наоборот, неинтересно, и выключите нахрен это видео. Зарплата в Скандинавии водителя-дальнобойщика в 2023 году. Это очень важно. Здесь у нас будет три основные категории. Первая категория – работа на рефрижераторе. Вторая категория – работа на обычном тенте. Ну, штора, тент. Третья категория – это работа на, я их называю, мусорка. То есть это у нас прицепы гидравлические с сдвижным полом. Перевозят они там мусор в основном. Ну, иногда более что-то приятное перевозят. Это они перевозят, как это правильно, стружку, да, опилки там. Ну, что-то в этом роде, в общем. Я сразу про эту категорию скажу, что я не работал никогда на таких прицепах. Понятия не имею, что... Ну, нет, точнее, понятия я как бы имею, что там, да как и зачем. Тем более, многих уже знаю, кто работает на таких прицепах, общались. Но сам я лично на такую херню не хочу идти работать. Вот и все. Это моя такая личная позиция. Так вот, у нас есть три таких прицепа. То есть, почему они именно? Потому что на них на всех разная зарплата. Значит, самая маленькая зарплата у нас будет на обычной шторе. Это, я думаю, всем понятно. Дальше у нас идет вот эти мусорки. На них немножко. То есть, там разница идет с тентом в 5 евро больше. И самое подороже у нас будет реф. Объясню, почему на реф самые большие зарплаты. Именно в Скандинавии на трехоснике. Если вы на рефе работаете в Скандинавии на трехосниках, то в 80-90% фирм вы будете ездить на север за рыбой. Что это подразумевает? Что вы едете туда, на север, и загрузки рыбой происходят в основном вечером. И вы, то есть, в ночь выезжаете куда-то, и каждый раз это. То есть, вы поняли, да? Работа в ночное время. Ко всему, если вы попадете на такую активную фирму, вы будете ездить по самым узким местам Норвегии и самым крайним северам, собирать эту рыбу. Цепи вам зимой гарантированы, в принципе, постоянно. Еще вот ко всему, ночная работа. Почему так страшна ночная работа именно в Норвегии? То есть, да, мы понимаем, что у нас есть сезон зимний, когда у нас, в принципе, полярная ночь на севере. Но не в этом дело. Так уж сложилось в природе, что циклоны в основном приходят на ночь. И мне не дадут соврать водители, которые работают долгие годы здесь зимами, в Скандинавии, а конкретно в Норвегии, и мы сейчас будем говорить конкретно про перевалы, что на перевале снег идет почти каждую ночь. Хоть в любом виде, но он там будет идти, как ни крути. Днем его не будет, а ночью он будет идти. Поэтому в большинстве случаев в зимнее время на перевалах запрещают ночевать, то есть вы можете где-то остановиться,
какая-то будет площадка, но подъедет к вам снегоуборщик там, например, и скажет: давай, чувак, едь отсюда. Но это сейчас не самое важное. Я буду делать отдельное видео, наверное, о зимнем режиме работы в Скандинавии, особенности вообще зимней работы, в частности в Норвегии, в западной, в северной Норвегии. Но сейчас все-таки вернемся к зарплатам. Значит, вот к чему я. Что? То есть все, вы понимаете, да, все взаимосвязано. У нас ночь, у нас циклон, у нас снег, у нас цепи, у нас рев. Вот, вы получили ваш рев, за это вы получили свои деньги. Немножко отступлюсь и скажу сразу. За просто так вам никто не будет платить хорошие деньги. Запомните это, пожалуйста, нулевые соискатели, у которых нету опыта, да, у которых нету вообще понятия в целом о работе. И чуть-чуть позже мы вот к этой вот теме вернемся. Значит, смотрите. С рефом разобрались, самая дорогая. Еще, да, один момент, что если вы работаете на обычном рефе, и вот вы катаетесь по крайним северам, в 60% вы будете загружать сами рыбу. То есть вам ее ставят на край прицепа и поперли ее вперед, да, слаживать. А там высокие палеты, такие вот шатающиеся, обмотаны одним слоем такой пленочки, а может быть вообще не обмотаны, а с чем-то там, например, там, да, подсвязаны, так сказать, лентой. И вот вы их там тягаете. Может, уроните один, может, нет, как повезет. Ну, короче, не самая приятная тема на самом деле. Я работал в этой теме и вот прекрасно об этом знаю. Как раз-таки по крайним северам вот собирал там рыбку я и в обычные рефы, но в основном я работал на вот такой книжке, как я сейчас катаюсь. Вот, только, ну, естественно, с рефрижератором настоящим. За мусорки платят за счет тупо за то, что ты работаешь вот в такой сфере. То есть постоянно свалки эти, вонь, это, ну, такое вот. Ну, я считаю, не стоит это тех там денег. Там 10-5 этих евро больше, ну, херня это, в общем, все. Ну и, конечно же, давайте к основному. Какие же все-таки ставки на момент 2023 года в Скандинавии? Значит, смотрите. Средняя все-таки зарплата у нас будет для тентов на момент, сейчас у нас июль, вот, 2023. Зарплата на тенте будет на трехоснике от 80 евро. Заканчивается она, наверное, 90. Вот 80-90. Больше я на тенте не слышал, чтобы кто-то зарабатывал. Следующая категория, вот эти вот мусорки, да, ну, идет... Здесь, конечно, тоже можете попасть на такую компанию, которая платит там и 70, да, но я все-таки говорю в таком вот, в большинстве случаев, так сказать, среднерыночные цены, плюс-минус, да. Значит, мусорки будут 85, ну, 90, 95, это вам нужно найти козырную очень компанию, чтобы вам там платили 95 на мусорке. Вот. Таких компаний очень мало на самом деле. Тем более, опять-таки, мы говорим за то, что как нам найти вот работу. У нас нет опыта в Скандинавии. У нас его нету. И мы ищем работу, да, там с каким-то, с небольшим опытом или там вообще без опыта. Те, у кого уже есть в Скандинавии опыт, например, как у меня даже, да, здесь мы немножко можем рассчитывать на что-то большее, потому что у нас немножко открывается список компаний, в которые мы можем трудоустроиться, с которыми можем общаться и так далее и тому подобное. Так же самое до сих пор в Скандинавии некоторые литовские, польские там, и латышские компании платят просто херню, там, например, 70 евро на трехоснике, там, 75, да, это такое есть. Все, ладно, с этим как бы не будем этого особо касаться. Поехали дальше, рефы у нас сотка, все. Ну, это 90-100, вот, 90-100, на что вы можете рассчитывать. Но и то с рефами, так как эта работа сложнее, поэтому хорошая, ну как хорошая компания, даже средние компании вас особо без опыта брать не будут. Вам придется работать там у них где-нибудь в другом месте в начале, не в Скандинавии. И об этом мы с вами поговорим. В принципе, это у меня будут такие основные компании. Я их называю компании прокладки. Прокладывают дорогу вам на Скандинавию. И таких компаний на самом деле не особо много. Значит, ребята, сразу отвечаю там, не то что даже не отвечаю на вопрос, а просто хочу сказать. Не надо писать вот этот бред, не надо верить фантазиям, что тут какие-то там 120, 130, 150, 500 евро в сутки вам тут платят. Нигде такого не платят.
Не надо мне писать бред, что в Европе сейчас больше зарабатывают. Нет, это все просто галимый бред. Я прекрасно знаю, что сейчас в Европе вы получаете просто 80 евро и рассказываете всем, что зарабатываете там 90-100. Вот, это просто пиздоболы такие обычные, выстроенные в ряд. Европа завышала цены в 2022 году, и я всем говорил, кто с кем где я общался, что подождите, ребятки, сейчас Европа отмотает назад быстренько просто. Ну, я имею в виду европейское направление грузоперевозок. И так происходит. В 2023 году, с начала почти года, просто все компании одна за одной начали снижать расценки. Если кто-то и зарабатывает там 90-95 на тенте по Европе, хотя я в это не верю вообще ни разу, то он там и шачит, скорее всего. Он там меняет, может быть, палеты, он, может быть, там прицеп переворачивает на крышу, ставит его обратно на колеса. Ну, что-то в этом роде. То есть, или он просто тупо ночами валит по националкам там, или еще где-то. Ну, вот, что-то будет. Еще раз, теперь мы вернемся к тому, что я сказал. Просто так вам никто не будет платить. Да, в вакансиях такие мелькают там расценки. 3000 евро, там 3500 чуть ли там. Да, конечно, ну, разгонятся вам там и дадут. По Европе сразу вам скажу, 80 евро вы можете получать, это максималку. 85 это с Англии. Все. На данный момент реалии такие. У кого там опыт, ой, ну я не знаю, ну с 90, ну там с натяжкой, может, кто-то и получает. Ну, это тоже там количество фирм ограничено, и тех, кто тем более без опыта, в такие фирмы не попадет. Вот и все. Даже тех, кто с опытом сейчас такие фирмы уже на момент 2023 не найдет. Может быть, там, да, кого штормило, в 22 году такие там деньги и платили. Потому что все боялись, что останутся без водителей. И вот еще, что большие крупные компании, так как их большинство все-таки на европейском направлении, мнимо завысили эти свои расценки, чтобы нахапать водителей. Вот, так как Беларусь перекрывалась потихоньку, с России водители отпали, само собой, и с Украины пацаны не могут выехать, то есть, да, все, то есть остались только те, кто здесь, либо тот, кто смог свалить. Начались призывы. Узбекистан, там в большинстве случаев Казахстан, Туркмения, да, ну, все, Восток, Азия, начали их всех приглашать. Даже повыдумывали некоторые страны программы, что снижение налога, если вы берете там людей, то есть не только, я имею в виду, люди, которые по-русски разговаривают, тех даже, кто вообще не разговаривает ни на каком языке, тоже привозят, садят и работают. Но сразу хочу отметить, не ищите такие компании. Если там работают филиппинцы там или еще кто-то подобное, просто не надо идти в эту компанию работать. Вот, это всем такая подсказка. Ну, я думаю, это логически и понятно. То есть я не хочу обидеть этим самым филиппинцев, да? Да, согласен, что зарплата, я как называю, может, для некоторых может показаться, то есть, зачем мне, в принципе, да, 80 евро европейских, если там без Англии, менять на 85-90 скандинавских. Но об этом я тоже сделаю видео. Я, в принципе, не делал на своем канале еще такого видео. Сравнить работу Европы и Скандинавии, и в принципе и Англию я могу сравнить, так как я тоже там работал около года. Поэтому мне есть что рассказать. Поэтому опускаем этот момент. Нам важно разобраться, как же все-таки искать работу. Итак, вы сидите дома, опыта у вас нету, документов у вас нету. Сразу вам могу огорчить, да, что на Скандинавию вас никто не возьмет. Вот такой вот будет ответ. Вам нужно искать компанию-прокладку. И сумма, вот сейчас то, что у меня в голове, я вам назову компании. Это у нас Латвия. Эстонию сразу отбираю, в Эстонию вас никто не возьмет, вообще без опыта в Скандинавию. Латвия, Крейс. Латвия на этом заканчивается. Литва, это у нас Влантана, Лотос Балтик, Гиртека. РВ Транспорт, она же Настрада, кто не в курсе. Так, 5. Больше вот не вспоминается мне. Еще, возможно, Гидлита. 6 будет, да? Это компании, у которых есть и двухосники, и трехосники, и работа и в Европе, и в Скандинавии. Последнюю, которую назвал, Гидлита, да, в которой я работал. Оставлю видео, почему я уволился, кто не в курсе. В описании вы найдете ссылку на это видео. В Польше я, честно говоря, вам не скажу даже, так как я здесь недолго еще. Я не знаю, какие компании являются такими прокладками. Нет, стоп, Excellent. Вот. Это я слышал про эту контору, что, ну, я их здесь-то постоянно вижу, но слышал про них, что они работают в Европе. То есть на двухосник можете к ним прийти,
И потом, если хорошо себя будете вести, вы сможете перейти на трехосник в Скандинавию. Но без опыта туда не берут, по-моему, насколько мне известно. Имеем мы компании прокладки, в которую можно трудоустроиться без опыта. Тоже не все там, конечно же, так просто, но возможно вполне. Нужно будет вам в этих компаниях поработать, может быть, год, может быть, 2. Кто как себя зарекомендует. Добавлю немножко от себя. У меня такой компанией прокладкой являлся Крейс. О Крейсе я также буду снимать отдельное видео, поэтому дождитесь его. Кто хочет услышать, как, что там я куда пробирался. Но немножко забегу вперед и скажу, что мне нужно было в Крейсе год и сколько там, 3 месяца? Год и 4 месяца. Значит, следующая категория, которая уже здесь работают в Европе, в какой-нибудь из стран, и хотят в Скандинавию, у них есть там год-два опыта. Все, что я могу сказать, нужно звонить постоянно напрямую работодателям. Письма, какие-то там, я не знаю, как это правильно. Не надо никому скидывать, короче, ваши резюме, там, искать там в Фейсбуке, ВКонтакте и все вот это вот барахло. Прямой звонок напрямую работодателю. Да, с помощью каких-то соцсетей вы можете найти номер. То есть, например, когда я искал Херентас, то есть я видел эту компанию, что она работает здесь в Скандинавии, прикольные такие машинки, все такое. Я нашел их в Фейсбуке, написал им в этот самый, в мессенджер, да? В мессенджере мне ответили, что вам нужно связаться с таким-то, с таким-то. И дали мне номер. Ну и все, я опять-таки здесь я позвонил напрямую. Я там не писал ничего, хотя был там Viber, WhatsApp, но я звонил напрямую. Здесь мы имеем такую возможность сделать это бесплатно, да, с помощью рабочего, например, номера или еще как-нибудь. Вот. Ну и в целом, например, у меня Telenor Fastpriest, у меня звонки по Европе бесплатные. То есть там какое-то их количество минут дается, и мне их вот так вот хватает. То же самое, немножко в конце я вам выдам список сайтов по странам, на каких я искал работу, когда в основном ищут водителей в Скандинавии. Здесь не круглый год идет набор, особенно водителей без опыта. Я думаю, никому не нужно объяснять, почему так. Я в Скандинавии пришел в апреле месяце. Снега почти сходили там, ну где-то я что-то там пару раз на снег какой-то попал, но ничего серьезного не было. Мне хватило летнего и осеннего сезона узнать дороги, перевалы и все вот это вот остальное, особенности какие-то. И зиму я ездил по тем же дорогам, по которым я ездил и летом. В основном это во всех фирмах так и происходит. То есть какая-то фирма работает под логистикой или со своей логистикой. Они катаются плюс-минус одними и теми же дорогами. И у меня так и было тоже. Я работал под логистикой на тот момент. И я узнал все дороги, все нюансы. И зиму я первую откатал вообще без цепей. Что-то камера мне написала, и, блядь, карта полная или что? Что за вот скотство? Давайте я договорю. Сменим, значит, потом мы локацию. В летнее время в Скандинавию очень сложно попасть. То есть уже начиная, в принципе, с середины где-то июня, июль, тем более август. Здесь все, кто долгожители, так сказать, да, старожилы работают и все остальные, в них есть, тем более огромный процент в работниках Латвии, старых, Эстонии, Литвы, они на зиму идут в отпуск, а летом возвращаются на работу. Это тоже такое есть, особенно в больших компаниях. Так вот, они здесь отдыхают летом. Вот. Они рыбачат, там, грибничают, там, ягоды собирают и все остальное. Вот. Ну и периодически крутят баранку. Плюс ко всему, с середины июля по конец августа наступает в Скандинавии сезон отпусков. И очень много компаний закрывается просто наглухо. Вот и все. И здесь работы становится мало. И поэтому в компаниях спадает спрос на водителей. Поэтому вот смотрите, что июль-август это неудачные месяцы поиска работы на Скандинавии. Сентябрь-октябрь у нас 2 месяца остается до зимы, потому что ноябрь у нас уже полноценная зима. Я говорю про Норвегию, если работать на трехоснике.
И у нас наступает полноценная зима. И вот у вас есть 2 месяца, чтобы узнать дороги. Ну, можете, конечно, пойти, если вы никогда не работали, попробовать, попытать счастье свое. Ну, тоже, понимаете, зависит все, кого вы найдете, где вы найдете и так далее. Вы можете найти тент трехосник, который будет ездить до Осло там максимум и все в Норвегии. То, конечно, вы можете хоть, ну, и зимой идти работать. Когда угодно. Вот. Но я говорю, что самое идеальное время это вот, смотрите, апрель, май и июнь для поиска устройства и работы в Скандинавии. Так, мы с вами находимся на границе Тарнаби, 12-я дорога, Е12, Швеция, Норвегия. Прошел я таможню, и здесь интересный такой момент по этой границе, что она находится в 70 километрах, точнее, таможня находится в 70 километрах от самой границы. И когда вы подъезжаете к самой таможне, то здесь очень мало ориентиров. Стоит обычный несчастный знак, что 300 метров до таможни белого цвета. То есть, ну, реально проехать вполне возможно. И очень многие эту таможню проезжают мимо. Еще один фактор, что от этой таможни идут 2 дороги на Норвегию. То есть можно ехать по 2 дорогам, а таможня здесь одна. Вот сейчас я поеду по 12-й до Майраны, 116 километров мне. А обратно буду ехать по 73-й из Норвегии. То есть я так по кругу обойду это все дело и вернусь обратно на эту таможню уже с другим, естественно, грузом. Кемпинг отдыхает. Посмотрим, что там за домик есть. Собственно, туалет-то здесь с мусорками. И здесь есть какой-то домик. Сейчас мы найдем к нему вход. Вот вам типичная Скандинавия. Все для людей. Приехали, пожарили, за собой навели порядочек. Пожалуйста, вон какие-то даже, что это, я не знаю, бокалы такие или что это, не знаю. Значит, все свои пометки оставляют. Вон Коля и Наташа были тут в 2013-м. В общем, вот. Приезжают, балдеют. И везде просто обратите внимание, что везде чистота. Это самое главное. Кто хочет при желании под мухой, если уже, то можно искупаться, но вода здесь будет леденющая. Это я вам гарантирую. Так как все-таки мы немножко наверху находимся. Даже ради интереса засуну сейчас руку, главное не увалиться туда. Ну, как я и говорю, при большом желании, то искупнуться можно. Так, ладно, ребят, поехали дальше. По поводу работы напрямую в шведских, норвежских, финских компаниях, что я могу сказать? Значит, Финляндия. В основном есть вакансии, которые берут граждан других стран, точнее не других стран, а третьих стран, не граждан ЕС. Работа идет на длинных линках, и работа в основном по Финляндии, иногда там на Швецию, например, да, ну, работа, я считаю, скучно, ну, конечно, каждому свое, то есть можно что-то искать. Я, ну, в целом особо не знаю, как, что там,
Я пытался смотреть вакансии по финке, но тоже как-то все так очень закрыто для граждан третьих стран. Швеция. Вообще не искал, ничего не делал. Ну, то есть, смотрите, Швеция, Норвегия. Смысл гражданину третьей страны в Швеции оземляться, да, работать, если есть Норвегия рядом. То есть, в принципе, сложность трудоустройства одинаковая, что в Швецию, что в Норвегию. Без паспорта ЕС. Так, а мы заходим на перевальчик. Здесь тоже огромная площадка, в случае, если перевал закрыт. Так вот, Норвегия. Я сейчас пока сидел дома 4 месяца, тоже как бы пробивал этот вариант. Я отправил около 50 резюме в разные компании. Ну и как видите, в итоге я в польской все-таки работаю в фирме. Вся сложность в паспорте третьей страны. Неважно, знаете вы английский, не английский, норвежский, не норвежский. Все упирается в паспорт третьей страны. Значит, смотрите. Я вам сейчас, вы увидите топ-100 компаний Норвегии. Берите вот, делайте скрин и вперед. Занимайтесь. Звоните, пишите им, высылайте резюме. Также вам есть кадровое агентство Student Consulting, вроде бы, .no. Это самое крупное норвежское кадровое агентство. Вы можете обратиться в это агентство, скинуть им свое резюме, там написать туда-сюда, и вам должны ответить. По поводу зарплаты в Норвегии, также вот компания, которая мне ответила, но в итоге мы тоже вперлись в то, что мне нужно как-то самому попасть к ним в Норвегию официально. Назвали мне зарплату 45 тысяч крон в месяц. Работа состоит из Норвегия, Швеция. То есть это у них считается дальняк. Швеция, Норвегия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания, Норвегия. Это у них все дальники. Значит, есть стопудовый вариант, как попасть вам в Норвегию официально. Это через сезонную работу. На самом деле многие такой способ используют. У кого нету других там вариантов, да, там родственников в Норвегии, еще кого-то, ну... Едут на сезонную работу, в это время получают там разрешение вот этот норвежский 95-й код, назовем его так. Я забыл, как он официально называется. Но это не 95-й код, как в Европе. Европейский 95-й код в Норвегии не работает. Вы какой-то, те, кто граждане ЕС, и у них в правах вбит 95-й код, они там могут работать. Но тоже какое-то, по-моему, время, и потом они должны получать вот это вот разрешение. Но я могу здесь ошибаться. Но 100% для граждан третьих стран 95-й код, полученный в любой стране Европы, если у вас он не в правах, то он не работает. Вам нужно там учиться на месте, на ихний какой-то там этот курс. И вот те, кто приезжает на сезонные работы, отучиваются на этот курс. Естественно, немножко базовый какой-то норвежский подучивают. И потом они сразу там в Норвегии находясь, так как они официально находятся, они могут искать работодателя, разговаривать, и работодатель сделает уже им новое приглашение, договор и так далее. Такой способ есть. Да, он сложный и не самый лучший. То есть сезонная работа. Что означает сезонная работа? Это работа в сельском хозяйстве в основном. То есть у фермера. Какого-нибудь у фермера, ну, выполнять разную работу. Что ж, следующий момент. Те, кто без опыта, не думайте, что если вас кто-то берет на работу напрямую на Скандинавию, на трехосник и вообще без опыта, то есть без опыта, да, то не стоит думать, что вы попадете в хорошую компанию. Скорее всего, вы попадете в обычный лохотрон какой-нибудь. Поэтому не надо на это вестись. Всем, кто без опыта, я четко советую идти в компании, вот как я назвал их, прокладки, в которых есть скандинавская линия. Я уже их перечислил, эти все компании. Попасть, работать можно, зарабатывать можно. И зарабатывают хорошо. Во всех компаниях, которые я перечислил, зарабатывают в Скандинавии хорошо, кто отработал больше 3 лет. На стартах там тоже особо большого ничего ожидать не стоит. Закончу я тему для вообще неопытных. Я все-таки советую всем и всегда это Крейс.
Про Крейс. Я буду делать следующее видео, как я отработал в Крейсе. Работал я там с 2016 по 2019 год. Скандинавию я начинал в Крейсе. И, собственно, всем также и советую сделать. Вкратце скажу, почему Крейс. Потому что в Крейс само будет вам быстро попасть в Скандинавию. Плюс ко всему вы получаете настоящий 95-й код, куда хотите потом с ним идите. Ну и работа, в принципе, нормальная, условия в Скандинавии нормальные. Вот, ну, поговорим об этом уже, когда буду рассказывать вам про Крейс, как я работал, как я это все вижу. На Европе, да, там зарплата, ну, вообще не хорошая ни разу, то есть для начинающих тем более. Ну и не самый тоже плохой вариант, как подучиться. Ну, она всегда считалась такой школой, школа дальнобоя. Вот, поэтому настольно рекомендую начинать с Крейса. Кто имеет опыт от года и больше, нужно пробовать звонить. Напрямую, конечно, желательно находиться здесь, то есть работаете. Если работаете, в процессе начинаете звонить, искать. Так у вас больше возможностей найти нормальную компанию. Значит, по Польше сайт olx.pl. Это лично на котором я нашел эту вакансию, где сейчас работаю. Вообще по всем странам пишите «Работа дальнобойщика в Скандинавии», заходите в переводчик Google и переводите на страну, в которой вы ищете эту работу. То есть Литва, литовский, Латвия, латышский, ну, я думаю, это понятно. И потом вы это вбиваете, на этом языке вбиваете в Google. И вам в основном выдаются сайты местные. Ну вот, например, Оликс мне выпал. И как-то на Оликсе было побольше так само вакансий, именно в Скандинавии. Ну и я на нем нашел. Литва, Скелби, то же самое. Кто-то редко там выкидывает вакансии, то есть нужно отслеживать ежедневно эти все сайты. Латвия, ss.lv и Эстония, cc.ee. Но есть еще какие-то сайты, то же самое, вбейте на эстонском, и вам выпадут эти сайты. Ищите, смотрите. По поводу Эстонии. Кто уже здесь находится, тоже такая тема непонятная, как туда можно попасть в Эстонию, нельзя попасть, и кому туда можно попасть, и кому нельзя. Есть сайт, миграционный сайт Эстонии. На этом сайте есть номер консультанта. Видите этот номер? Звоните. Когда вы здесь находитесь в Европе, звоните по этому номеру и задайте свой вопрос, какие у вас есть наличие документы. Знаю точно, у кого есть постоянное место жительства в Евросоюзе, в Эстонии вы работу найдете. Значит, в Эстонии у нас кто? Кауритель, Сауе, Херентес, Анрака. Ну, в общем, есть компании. Если вы пороетесь хорошенько по эстонским источникам, вы их откопаете. Ну и все. Звоните, пробуйте. Я, в принципе, подсказал, что смог. Ну и еще, конечно же, по поводу условий, на что стоит обратить внимание, какие вопросы задавать. Значит, первое, что расход топлива, никакого расхода топлива не должно быть. Вообще, все. На 2023 год все компании, более-менее даже, которые нормальные, уже с расходами топлива не работают. Баллы – это нормальная тема, 70% компаний работают с баллами. По мне сейчас, в данный момент, я работаю без баллов. В Херентесе я работал также без баллов. Там было, как бы, нужно было немножко что-то придерживаться. Если у тебя что-то начинало там зашкаливать, у тебя могли спросить, что да как, или, может, там ты что-то не так делаешь. Мне однажды только написали, что у тебя большой холостой ход, как бы, немножко посмотри за этим. Ну, я, хорошо, стал меньше тарахтеть на машине. Вот. И потом последующие 8 месяцев, или там сколько там, 9 месяцев работы, мне вообще никто вопрос не задавал про расход. Так же самое зимой я сел на трехосник, я сдавал расходы там 47-45, мне никто за это ничего не говорил. Но опять-таки, да, прицеп какой. Ну и, конечно же, главное по оплате, это чтобы вам оплачивался каждый день. Сейчас очень много хитрых компаний, которые заявляют там в вакансиях своих зарплаты, но в этой зарплате нету ваших выходных. Есть такие компании, которые, например, 45-ки вам делают в отелях, но при этом они вам не платят суточные, которые должны вам платить. Тоже стоит на это обращать внимание.
Если вам там отели какие-то даются на 45-ки, оплачиваются ли вам эти дни или нет. То есть, ну, вы посчитайте сами, если вы работаете там 2-3 месяца, сколько вы можете, ну, просто недополучать денег. Это кажется, но вот возьмите, если у вас там 3 45-ки, например, в месяц вам выпадет, да? Ну, вот вы посчитайте, вы зарабатываете, например, 80 евро. 80 мы умножаем на 2, это 160, и 160 умножаем на 3. Извините меня, это месяц жить, питаться, и пиво пить тут, и курить налево-направо. То есть это до хрена. 95-й код, чтобы у вас был пластик. И тогда, конечно же, тоже все это проще выходит делать. Поэтому пробуйте, пишите ваши результаты, кто когда что-то получится. Тоже будет интересно, может кто-то пробьется в Норвегию. Вот. Я, честно говоря, как бы особо, знаете, не рвусь, наверное, да, потому что я прекрасно понимаю, что для работы в Норвегии нужно жить в Норвегии. Потому что, ну, не налетаешься туда-обратно, не наездишься туда-обратно. Это далеко, это дорого. Вот. Ну, а жить, наверное, я все-таки пока не готов. Если бы я был готов на 100%, то я бы уже 200% работал бы в Норвегии. И норвежский при желании я выучил бы там базовые фразы какие-то. Съемка в конце была одной камерой, так как вторая решила поснимать сиденье. Поэтому удачи вам всем в поисках. Пишите ваши вопросы. И с вами был Федор. До новых встреч. Всем пока.